Всем привет! Сегодня мы идем на вершину горы Мингтуху. Название переводится как «Тысяча яиц». Когда-то давно на склонах этой горы гнездились птицы, отсюда и название горы. Нам обещают, что поход будет прогулочным, без каких-либо сложностей. Давайте посмотрим, что нас ожидает. Начался первый спуск, от ног поднимаются целые облака пыли. Очень надеюсь, что дальше будет более твердая тропа. Пыли стало немножко меньше, идем в тени деревьев, но сейчас уже будет выход на открытое пространство и под солнце. На пути встретился ручей, через который перекинут такой вот странный мостик, сделанный из палок и засыпанный сверху песком. И мы, как видно, выходим уже на открытое пространство под палящее солнце. Немножко я убежал вперед, чтобы снять нашу группу. Группа сегодня небольшая, осенью люди как-то неохотно ходят в походы. После подъема остановились на такой площадке. Растительность вокруг вся сухая, просто выжженная земля. Ну что же, продолжаем путь дальше. Продолжаем идти по равнине, и вдали появились деревья. А это деревья ничего иного, как боярышника. Давайте подойдем поближе и посмотрим на них. Вот так выглядит дерево боярышника вблизи. Оно усыпано плодами, и члены нашей группы решили попробовать эти плоды, которые уже созрели, но вкус, я вам скажу так, на любителя. Начался очередной подъем. На пути нам то и дело встречаются деревья боярышника, все усыпанные ягодами. Или, как они называются, фруктами. В Википедии написано, что плоды боярышника это яблоки, так что, может быть, это и фрукты. Выходим на гребень холма и дальше будем идти прям вот по нему. Тут именно это холм, то есть такого нет, что слева-справа обрывы, так что идти будет довольно комфортно. После подъема на гребень холма группа немножко решила отдохнуть, а пока посмотрите панораму того места, где мы сейчас находимся. Наш путь продолжается прямо по гребню холма. Очень интересно, что он такой пологий, как будто кто-то специально проложил дорогу для нас. Идти очень комфортно, никаких подъемов здесь, нет спусков, очень спокойно. А вот тут встретилось очередное дерево боярышника. Наш гид решил собрать много плодов, а вот для чего, дальше узнаете. Встретили вот такой странный объект, который при ближайшем рассмотрении оказался нехитрым устройством для сброса воды. На тот случай, если будет сильное давление и чтобы выходящую трубу не разорвало. И опять я ушел немного вперед. Отсюда можно оценить, что здесь есть подъем. Группа наша поднимается, и некоторые люди еще далеко. Похоже, что наш путь по гребню холма прекращается, и нам предстоит войти вот в эти заросли деревьев. Посмотрим, что там. А здесь нас встретили заросли шиповника, то есть колючки, через которые сейчас нужно аккуратно пробираться. Как видно, как таковой никакой тропы нету, приходится отыскивать более места такие не заросшие ничем, но это очень трудно сделать, практически невозможно.
Кусты совершенно. Кусты, вот, зараза, запали. Из зарослей и сразу начался подъем. И вот тут мы обнаружили чебрец, то есть тимьян, который решили немножечко сорвать. Вот он, по-моему. А, вот это чебрец? Да. Давайте начнем. Ой, да, такой сильный запах. Да, я отношу. Надо тут, вот здесь. Ага. Только вот не перепутать. Здесь травы много разной. После подъема остановились на такой вот что-то типа обзорной площадки, с которой открывается вид на горы. В середине самая высокая гора, и это и есть самая знаковая гора Узбекистана, Большой Чимган. Если присмотреться, вот прям слева от нее такая пипочка, и это пик Охотничий. Ну вообще, вид на горы просто шикарный. Небольшая такая равнинная местность перед, как я уже вижу, достаточно непростым подъемом. Ну что ж, посмотрим, как мы его преодолеем. Да, мы все надеялись, что здесь уже будет вершина. Оказывается, нужно пройти еще немножко. Снова идем по пыли. Вот как видно, очень много пыли. Прям ноги утопают. Начался, как мы надеемся, последний подъем. Вот идем между деревьев, между фруктовых. Сейчас посмотрим, последний ли это подъем или нет. Здесь следы от строительной техники. Вдали стоит вышка ЛЭП, которую недавно установили. Прямо по горе провели. И опять-таки вступаем в пыль. Решили немножко отдохнуть перед, так сказать, последним рывком. Группа вот еще поднимается. Некоторые люди достаточно далеко. Мы пока всех ждем. И также посмотрите еще раз на какой нам открывается вид гор. Очень красивый. И вот, надеюсь, начался самый последний небольшой такой подъем. Но зато посмотрите, какой он. Делаешь 2 шага вперед, на 1 отъезжаешь вниз. Нога утопает в песке и в гальке выше щиколотки. Полные кроссовки всего этого. Идти очень тяжело. И немножко опасаемся, что сейчас как эта вся махина сыпанет вниз и нас вместе с ним понесет. Так, и
И вот он уже, поднимаемся, но, как видите, и это еще не вершина, осталось вот где-то 1,5-2 метра вверх чуть-чуть пройти. Давайте посмотрим, как там остальные справляются с этим участком. Это капец просто. Эмоции у всех, конечно, зашкаливают от такого подъема. И еще немного участников. Как видно, всем очень тяжело. Вот видите, люди начинают вытряхать свои кроссовки, потому что, я говорю, они полные песка и мелких камней. И вот, наконец-таки, мы достигли вершины горы Мингтухум. К сожалению, табличку, обозначающую эту гору, унесли строительные работы, поэтому мы ориентировались только по карте. Вот посмотрите, какая здесь панорама. Очень красивый вид, множество интересных вершин. Даже вот видно Червакское водохранилище там вот вдали. Очень захватывающие виды. Так, мы завариваем чай. Чай у нас сегодня будет из чабреца. Черного чая с бергамотом. Полный набор травы. И еще мы по дороге собрали боярку. Опа. Гид решил побаловать нас горным чаем с травами и плодами боярышника. Будьте здоровы. Спасибо. Ждем, пока заварится. Участники группы заняли эти тенистые места, отдыхают, наслаждаются горным чаем и легким обедом, отдыхают и готовятся к обратной дороге. После небольшого отдыха наша группа начала спуск, который проходит по технической дороге, вырытой для установки вышек электропередач. А я с вами прощаюсь. До встречи в новом походе. В смысле? Такой папа.